Рассмотрим собственную систему событий, подъем состояния. Начнем с чистого листа. У нас есть только компонент up, без какой-либо разметки. В компоненте up создадим массив карт. Это будет корзина со списком продуктов. Массив объектов. Каждый объект будет иметь определенные поля. ID, title, заголовок, count — это количество, и цену. Создадим несколько таких объектов. У нас с вами объекты будут ноутбук, смартфон, iPad. Для рендеринга списка товаров создадим компонент Product List. Импортируем React. В компоненте App мы с вами импортируем Product List. Product List в качестве props будет принимать products, и в products мы передадим наш массив карт. В компоненте Product List с помощью деструктуризации мы получим products. Product List будет возвращать JSX разметку. И это у нас будет список. По списку мы пробегаемся с помощью метода map. И будем отображать каждый элемент списка. Не забываем передать key. И в качестве key передаем ID. Для отображения одного элемента списка нам потребуется компонент Product List Item.
Product list компонент. Давайте импортируем Product list item. Product list item в качестве props будет принимать сам продукт. И также в компоненте Product list item через деструктуризацию мы получим с вами продукт. Можем из продукта также деструктурировать ID и title. Сделаем простую разметку. Будем отображать заголовок продукта. И кнопку. Представьте, что заказчик поставил нам задачу реализовать функционал по удалению товара из корзины. Чтобы удалить элемент, нужно удалить этот элемент из источника данных. Источником данных для Product List Item расположен в компоненте App. У нас есть массив карт, который содержит данные. Перед тем, как мы перейдем к коду, разберем в виде схемы для начала. Вот схематически изображено наше приложение. На самом верхнем уровне у нас находится компонент App. Именно в этом компоненте находится массив карт, который мы используем для всех компонентов ниже по иерархии. Далее идет компонент Product List, у которого в свою очередь есть Product List Item. В Product List Item есть кнопка, которая удаляет элемент. Чтобы избавить от этого элемента Product List Item внизу иерархии, нам нужно сделать так, чтобы данные вверху иерархии на уровне App обновились. Другими словами, нужно сделать так, чтобы компонент App узнавал, что кнопка на компоненте Product List Item была нажата. И мы можем передать вверх по иерархии эти данные, используя свою собственную систему событий. Идея, которую мы сейчас реализуем, заключается в том, что Product List Item будет генерировать событие, которое будет слушать, в свою очередь, Product List. Product List передаст это событие еще выше, в компонент App. Компонент App, в свою очередь, обновит массив, и затем, после того, как массив обновится, Product List Item исчезнет, потому что соответствующего элемента в массиве не будет. Теперь, когда у нас есть план действий, давайте вернемся в код и реализуем нашу схему. Перейдем в компонент Product List Item. Добавим наши кнопки слушатель событий Event Listener on Click. Поскольку мы реагируем на событие клик. Когда пользователь нажимает на эту кнопку, мы вызовем метод onDeleted. OnDeleted передаем в качестве props Product List
Регистрируем функцию onDeleted. И также передаем ее в качестве props выше по иерархии. В компоненте app также регистрируем onDeleted. И будет вызвана функция handle delete. Напишем эту функцию. Когда функция будет вызвана, в консоль логе будет указано deleted. Запустим проект npm start. Перейдем в браузер. Просмотреть код или F12. Нажимаем кнопку delete. Мы видим с вами слово deleted. Мы создали первую связь между product list item, одним элементом нашего списка, и product list. То есть product list item сообщает product list о том, что пользователь решил меня удалить и сделать что-нибудь по этому поводу. Первый шаг сделан. Теперь нам нужно передать данные о том, какой именно элемент списка должен быть удален. Можно это сделать следующим образом, используя анонимную стрелочную функцию. Сюда передаем ID. И в компоненте app у функции handle_delete в качестве аргумента мы принимаем этот ID. Проверим. Нажимаем и видим ID 1. У смартфона ID 2. У iPad ID 3. Вернемся в код. Перейдем в продукт list item. Стрелочная функция, нужно отметить, здесь получаем некоторый event, и этот event мы можем дальше с вами передать. В компоненте app функции handle_delete можем этот event с вами получить и посмотреть. Теперь мы получаем с вами ID и синтетический event. Теперь компонент app знает, какой элемент требует удаления. Следующим шагом будет удаление данного элемента из массива и обновление приложения. Но сейчас мы не сможем это сделать, так как массив card не является частью состояния компонента app. Само удаление мы рассмотрим в следующем видео. Подведем итоги. Любой компонент может генерировать собственные события. Он deleted, там он added, он done и так далее. Достаточно передать callback
функцию как property, а затем вызвать ее из компонента, когда наступило событие. Через события данные поднимаются вверх по иерархии компонентов. Надеюсь, теперь вам стало понятно, как передавать данные от дочернего компонента родителю. Увидимся в следующем видео.